Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным об энергетическом перемирии, о приостановке ударов по украинской энергетике на неделю. Президент Зеленский с видимым скепсисом, но все-таки поприветствовал эту договоренность. Формально как бы ожидается, что с сегодняшнего дня и еще целую неделю по украинской энергетике бить не будут. Перед нами повод поговорить о том, зачем вообще Путину эти обстрелы, какой цели он пытается добиться, если очевидно, что его армии на фронте они не помогают. Давайте будем честны в оценках. Резкое повышение интенсивности ударов по украинской энергетике в самую холодную зиму в Европе за 1,5 десятка лет – это массовое убийство мирных граждан. Никак иначе это не называется. Никакого военного смысла в замораживании украинцев в их собственных домах нет. Это чистый терроризм, как он есть. Насилие с целью запугивания. Уже 4-ю зиму подряд, в этот раз с особым остервенением, Путин пытается сказать: «Сдавайтесь, а не то я убью ваших родителей, жен и детей прямо в их домах». Война – занятие в принципе бесчеловечное. Тем более война агрессивная и захватническая. Но, видимо, нам нужно как-то привыкать к тому, что даже у бесчеловечности есть степени и градации. Убийство людей холодом – это с трудом описывается даже понятием «военное преступление». Замерзшие квартиры в Киеве, умирающие в своих постелях старики, дети, которых кутают во все слои одежды и одеял, чтобы спасти от смерти. Это настоящая гуманитарная катастрофа, нарочно устроенная одним отбитым совершенно упырем. Очень тяжело заставить себя говорить о мотивах этого упыря, потому что тут ничего, кроме проклятий, на ум не приходит. Ничего, кроме пожеланий всем причастным закончить свою жизнь в условиях, похожих на те, что они создают украинцам. Но все-таки надо. Так а почему Путин действует именно так? На этот вопрос может ответить доклад Американского центра стратегических и международных исследований. Дело в том, что у Путина просто нет ресурсов действовать иначе. В докладе говорится, что суммарные потери российской армии на конец 2025 года 1,2 миллиона человек, из которых 325 тысяч – это убитые. Надо сказать, свои оценки потерь российской армии регулярно приводят самые разные издания и официальные ведомства. Но далеко не всегда их цифры бьются с теми фактическими данными, которые у нас есть. А в этот раз бьются. Мы предполагаем, что медиазона фиксирует примерно половину от реальных потерь, а 325 тысяч – это в 2 раза больше тех 163, которые успело насчитать издание по опубликованным некрологам. То, что мы видим, похоже на те значения, которые мы примерно и так прикидывали в конце прошлого года. Цифры эти действительно кое-что объясняют. Становится понятно сочетание несочетаемого, остервенелый поиск новых рекрутов по всем направлениям и одновременно хронический дефицит солдат на фронте. С учетом мобилизованных, заключенных, наемников, в армию за 4 года загнали никак не менее 1,5 миллиона человек. Это плюс к тому, что уже было. Плюс к тому, что в штурмовиков превратили совсем уж непрофильных военных, от моряков до служащих РВСН, обескровив соответствующие рода войск. Куда подевались все эти военные? Почему мы регулярно слышим о том, как инвалидов отправляют в штурмы, о тяжелом дефиците личного состава? И это при том, что российская армия сейчас воюет на гораздо более короткой линии фронта, чем в начале вторжения, а количественно выросла минимум втрое. Единственный логичный ответ – фронтовые потери. По данным из доклада американских аналитиков, российских солдат убито уже больше, чем было призвано по мобилизации. С учетом раненых и пропавших без вести, общие потери достигают 1 200 000. Таким образом, погибшими и ранеными российская армия потеряла 3/4 того, что в сумме приобрела всеми способами пополнения. С течением времени кажется, что боевые действия едва ли не замерли. Даже для самых больших провоенных оптимистов всерьез обсуждать контроль над микрорайонами Купянска – это какое-то унылое позорище. На фронте вроде как ничего не происходит, особенно на фоне мировых событий. Тут Трамп мечется между Венесуэлой, Гренландией и Ираном, и все гадают, что он выкинет завтра. А война в Украине все больше воспринимается как некая локальная потасовка. Ну и потери там такие же, как положено локальным стычкам. Ну, может быть, в крайнем случае там 100 человек в месяц гибнет. Что-то такое, думает средний потребитель новостей. Но вот парадокс. Чем меньше приходит новостей с фронта, чем менее заметно меняется карта, тем более кровавой становится война.
Если бы мы хотели как-то проиллюстрировать тупик, в который пришла ситуация, то именно так бы он и выглядел. С одной стороны, чтобы оставаться на месте, нужно все быстрее бежать. Требуется больше людей, больше техники, больше боеприпасов, больше всех категорий ресурсов, чтобы война просто шла как идет. С другой стороны, очевидно, чтобы говорить о каком-то достижимом финале, ресурсов потребуется на порядок больше. Для достижения текущих целей вы насмерть положили 325 тысяч человек и почти миллион сделали инвалидами. А чтобы перевести войну в какое-то новое качество, все эти цифры придется умножить минимум на 5, а то и на 10. Война в тупике, и без массовой мобилизации из него не выйдет. Остается убивать людей до бесконечности в надежде на какую-то случайность, которая может и не произойти. И в этом и заключается проблема для Путина. Чтобы такой контрагент, как Дональд Трамп, с тобой разговаривал, следует показать, что ты способен достигать хоть каких-то целей. В прошлом году Путин якобы выпросил у Трампа времени до конца лета, чтобы целиком захватить Донбасс. Трамп якобы ему сказал: ну попробуй. И все переговоры, все санкции, все давление на Путина на этот срок были заморожены. Прошло лето, прошла осень, зима уже через месяц закончится, а ВОЗ не там. И всем понятно, ничего принципиально нового Путин имеющимися силами не покажет. Более того, на рубеже прошлого и нынешнего годов Путин из главного мирового зла и источника всех новостей переехал куда-то в поместные провинциальные диктаторы. Буквально за 2 недели он лишился своего главного союзника в Латинской Америке, а идея пиратить танкеры его теневого флота стала веселой международной традицией, вроде спартакиады на открытой воде. С каждой такой оплеухой, которую Путин сносит молча, с каждым месяцем войны, которая ничего ему не приносит, все сложнее ответить на вопрос, а почему с Путиным вообще нужно считаться и договариваться? Кто он, собственно говоря, такой? Ведь он не император галактики. На данный момент он даже не барон Купянский. В начавшемся разделе мира он слишком занят боданием с ВСУ за очередную лесопосадку. Так вот, террор мирного населения — это как раз попытка ответить на вопрос, почему с Путиным нужно договариваться. Не потому, что он может захватить Киев. Не может. Его армия по уши застряла на Донбассе. С ним нужно договариваться, потому что он может заморозить Киев и другие украинские города. Собственно, вот эта договоренность о приостановке атак по энергетической инфраструктуре, якобы достигнутая между Трампом и Путиным, это и есть то, ради чего по этой инфраструктуре били. Людей убивали холодом ради того, чтобы президент США попросил хотя бы неделю их холодом не убивать. Имеет ли эта договоренность какое-то отношение к переговорам и к окончанию войны? Увы, нет. Это просто способ, которым Путин возвращает себе субъектность, раз через военные успехи это не получается. Его сила не в том, что он как-то неумолимо непобедим на фронте, а в том, что он все еще предельно отморожен. Он все еще способен наносить огромный ущерб с огромными жертвами. Он все еще та сила, которую нужно останавливать любой ценой, которую надо уговаривать. Ну, в некотором роде он вернулся. С американского континента его выкинули. Защитить собственные корабли он не в состоянии. Зато он может взять в заложники жителей Киева, когда на улице ниже -10. Так теперь выглядят имперские амбиции и имперское строительство. Теперь это банальное в своем варварстве убийство людей, которые с ним не воюют. Так Путин вновь вернулся в новости. Теперь снова его существование не получается игнорировать. Российский президент принялся убивать украинцев, чтобы президент американский попросил так больше не делать. Вкратце, все целеполагание сводится к этой примитивной формуле. И заодно демонстрирует реальное влияние Путина. Мир делить ему не под силу. Так что он пытается попасть на глаза тем, кто мир делит. Сработал ли этот прием? Судя по вмешательству Трампа, локально сработал. На Путина обратили внимание. Силы природы и его способность, не считаясь с ценой, обрушивать на Украину страшные удары привели к тому, что с ним опять разговаривают. Глобально же тупик как был, так и остался. Зима закончится, замораживать Украину станет невозможно. Террор продолжится, но уже без таких тяжелых последствий. А война останется там же, где была. Если Путин достиг своей цели, если Трамп действительно с ним поговорил и уговорил, если Путин Трампу пообещал энергетическое перемирие, будет ли оно соблюдаться? Увидим ли мы реальную паузу в обстрелах на неделю?
Сложно предугадать. Пока этот текст записывается, поздним вечером в четверг атаки на энергетическую инфраструктуру Украины возобновились, но не по Киеву и не по Киевской области. По остальной территории страны, однако, бьют. Если Путин хочет, чтобы его и дальше уговаривали, то ничего не закончится и никакого недельного энергетического перемирия даже не будет. Если же Путин собирается с Трампом о чем-то все-таки договориться, например, возродить унылую шарманку бесконечных переговоров, то, возможно, в каком-то формальном виде обещание будет выполнено. Возможно, удары хотя бы будут обходить столицу. Но вообще говоря, атаки по украинской энергетике — это единственное, что Путин может делать прямо сейчас с теми силами, что у него сейчас есть. А значит, именно это он и будет делать. У него нет других вариантов. Брать очередную лесопосадку тяжело, долго, затратно, а главный результат никто не заметит и не оценит. Зато разрушить очередную подстанцию просто, дешево, не требует приложения особых сил и средств, и результат налицо. С Путиным снова разговаривают. Будет это недельное перемирие или нет, но избранная Путиным тактика, с его точки зрения, показала свою эффективность, а значит, будет продолжена. Ведь всякий раз можно будет такие недельные гуманитарные перемирия продавать Трампу как великие переговорные победы. Других-то переговорных побед не ожидается. Торговать подобным милосердием можно до бесконечности. Вывод из этого не очень хороший. С одной стороны, Путин застрял в своей войне и понимает, что застрял. Единственный его путь — тянуть время в ожидании какого-то случая, постепенно стачивая свою армию. С другой стороны, энергетический террор Украины — очень эффектная переговорная карта. С ее помощью можно еще некоторое время держать Трампа в подвешенном состоянии. Люди будут замерзать в своих домах, чтобы американский президент не терял интереса к происходящему. Совершенно террористическая тактика, альтернативы которой у Путина нет. До завтра.